Дорогие мои друзья, я вас приветствую. Вы на канале Твой Мир. Меня зовут Наталья, кто еще не знает. Дорогие, я вас благодарю за комментарии, за лайки, за подписки, за теплые слова. Это так радует, так вдохновляет. Я вас благодарю. И желаю вам в 1000 раз больше тепла, любви и света, чем желаете вы мне. Милые мои, давайте сегодня посмотрим расклад, что с ним происходит сейчас. Вот, ну, интересно же, да, что там происходит с нашими мужчинами сейчас. Давайте посмотрим, что с ним происходит сейчас. В данный момент сигнификацию вашего мужчины. Сигнификация вашего мужчины на сегодня. Смотрите, на сегодня у него как будто есть какая-то возможность, да, как будто вот дар какой-то свыше. Вот то ли он услышал какую-то информацию от знающего человека, да, то ли у него был какой-то разговор, может быть, просто где-то попалась ему какая-то информация об обучении, что-то вот о развитии, да, что-то такое, что его вот впечатлило максимально. То есть для него сегодня идет какая-то информация, да, не информация даже, а энергии, познание, знание внутреннего какого-то, знаете, такого стержня, как будто вот он чувствует, что я сегодня все могу. То есть я, ну, сегодня такая прекрасная энергия, ничего не хочу сказать. Давайте посмотрим, что у него в отношении вас, какие у него мысли, чувства, действия. Давайте так посмотрим. Нет, давайте мы посмотрим подсознание, что у него на подсознании к вам. Подсознание, да, это, чтобы вы понимали, это то, что выше, чем сознание. Сознание — это то, что он думает на сегодня. А подсознание, что выше всего этого. В подсознании у него к вам, знаете, есть какие-то у многих думает о ребенке молодой человек. У кого-то может думать о каком-то новом начале. Возможно, что-то начать новое с вами. Но здесь, смотрите, здесь идет рядом карта башня, да. И карта башни — это говорит о том, что все-таки рушится что-то. Все-таки что-то рушится, и человек в априори не понимает, что ему делать и как. Но здесь такой момент, что это он отвечает за свои поступки, да. Здесь вот в подсознании у него как будто ваши отношения разрушены, да, и он, может быть, и подумывает о каких-то новых отношениях, но туз жезлов говорит о том, что все-таки его жизнь может повернуться любым боком. Тут как-то он в подсознании даже сам не понимает, какая дорога ему вообще дальше предопределена. Давайте посмотрим, как он себя демонстрирует в отношении вас сегодня. Он сегодня от вас закрыт почему-то, знаете, на все 7 замков и считает, что он поступает справедливо, потому что очень много занят, очень много работы, и как-то вот такой момент, что как будто не до вас, знаете, вот такой момент. Либо он все-таки считает, что по справедливости от вас он закрылся, потому что он много вкладывается в вас, а вы, по всей видимости, нет. Какие чувства у него к вам? В чувствах, знаете, он хочет вам высказаться, он разочарован, он обижен, он в некой депрессии, он хочет с вами так даже поскандалить, некий такой момент, да. И все-таки у него какие-то планы на дальнейший путь вперед, но это только планы, а путь у него с кем? С вами. Здесь он, знаете, как хочет, чтобы его превозносили, чтобы его восхваляли, да, чтобы к его мнению прислушивались, чтобы его уважали. А может быть, еще здесь и такой момент, что он все-таки про карьеру думает вот в этом новом направлении. И баланс вот этот, как соблюсти баланс, то есть он как бы еще и не готов к этому. Он только думает об этом. И состояние у него, знаете, такого повешенного, подвешенного на сегодня, как-то ничего не двигается с мертвой точки. Ему эти остановки нужны для того, чтобы понять что-то. А что ты должен понять?
Должен понять, что эта остановка не может быть бесконечной. Что ты в этой остановке должен понять? Он должен понять вообще вашу ценность, понимаете? Он должен осознать ценность того, что вы рядом с ним как великий дар. Вы та женщина, которая дарует успех, которая дарует благополучие, которая дарует мир, тепло, уют, комфорт, понимаете, ребенка может родить. Здесь вообще такие энергии очень богатые. Я всегда говорю, что императрица это все-таки, знаете как, это про любовь и про женскую энергию в чистом виде. И вот здесь, в этих остановках и в том, что у него в жизни не получается, он должен осознать тот момент, что через вас приходят блага, понимаете? А он как-то, я смотрю, этого момента, да. А он не понимает этого момента, он на сегодня почему-то вспоминает о том, что вот как раньше было хорошо, а сегодня плохо. И он не видит вот эту возможность, которую ему Вселенная, уже, простите за выражение, тычет носом. Посмотри, с тобой рядом такое сокровище, что тебе еще нужно? А он вот как дурачок, понимаете, включил вот эту вот свою легкость, не хочу ни о чем думать, но не хочешь думать, на тебе серьезных трансформаций, понимаете. И здесь такой момент, что его все равно Вселенная, она ведет путем изменения. То есть она говорит, если ты не хочешь меняться сам, то я сделаю все условия так, что ты поменяешься. Какие тебя изменения ждут? Его ждет большое движение, да? Движение вперед. Его ждет духовный рост, то есть это человек, который все-таки осознает свой путь, для чего он сюда придет. Он найдет себе наставника, который его будет провожать во всем этом, да, по проторенной дорожке. И все-таки он, знаете, он как-то раскроет свои чувства в новом формате к вам. Но здесь такой момент, что он должен все-таки пройти достаточно такой длинный путь для того, чтобы понимать и оценить, знаете, вот все то, что у него есть. Чтобы вот это оценить, ему надо многое пройти. А вам что делать? А вам вести себя умеренно, даже не напрягаться. Да. Здесь, знаете, такой момент, что как будто вы уже сделали все, что вы могли сделать, да, и вам карты советуют, что ведите себя умеренно, не парьтесь, не напрягайтесь по этому поводу, не прилагайте силу, да, потому что страшный суд — это карта, которая все равно ведет к переменам, и здесь в ней, как ни говорите, каждый отвечает за свои поступки. И здесь он должен вообще понять, что ему нужно, потому что, как по картам видно, вы-то знаете, куда вы идете, что вы хотите, а он не определен в этой ситуации. И здесь вот ему говорится, что тебе надо выйти из твоей зоны комфорта, тебе надо получить информацию той, которая тебе не достает, и тебе надо вообще, ну вот, двигаться вперед и понимать, кто с тобой рядом. Вот об этом-то идет речь, да. И здесь идет колесо фортуны, да. А колесо фортуны, эта карта говорит о том, что перемены, дорогие мои, перемены идут, и кого-то могут даже и не сильно порадовать. Но здесь опять я говорю о том, что если не хочешь меняться по-хорошему, заставит поменяться по-плохому. И здесь вот только после того, когда вот он проходит все эти трансформации, да, и он понимает вообще, что, блин, ну я не туда шел, да, я не этого хотел. Ну а здесь вот, как мы перед этим видели, уже карты не хочу доставать, да, что ему-то уже остановки даны для того, чтобы оценить, кто рядом с ним, а он это не понимает. Вот его проведут по 7 кругам развития, давайте это так назовем. Вот когда он просто осознает этот момент, что я не так хотел, да, ну зачем мне столько. И вот здесь уже, когда он задумается над своим опытом, вот тогда только он выйдет в изобильную жизнь. Вот тогда он только выйдет в свою энергию, вот тогда он только ее наберет для дальнейшего движения. Да, и вот тогда он одержит победу. Ух, какой у нас тут расклад получился. У мужчины у вашего идут трансформации. А давайте посмотрим, какие у него чувства будут после пройдения этих трансформаций.
Чувства у него после прохождения всех трансформаций, знаете, какого характера будут? Что у него будет по отношению вас, да, естественно, по отношению вас у него дальнейшие чувства будут такого характера, что я не знаю, что мне с этим делать. То есть, понимаете, для него вот либо открывается новый уровень, он будет понимать, что с вами он может все, что с вами он может выйти на какой-то новый уровень, да, зарабатывания денег, общения. Вообще там колоссально развернется ситуация, и он просто не будет понимать, что ему со всем этим делать. А здесь наступает момент, когда у него все есть, и он доволен, понимаете? И это в одночасье и радует, и пугает человека. Такие вот чувства к вам у него будут после прохождения трансформации. Ну и, конечно, полная гармония, взаимопонимание. Все-таки я так понимаю, что здесь до человека все-таки достучится Вселенная. Все-таки тем или иным путем она ему укажет, куда надо идти, что надо делать. И здесь вот такое вот развитие событий. Все-таки все заканчивается благополучно, это уже хорошо. Вот такой был первый вариант. Давайте посмотрим, что у нас у второго варианта. Дорогие мои, настройтесь, пожалуйста, второй вариант. Будем смотреть, что у вашего мужчины происходит. В каких энергиях на сегодня? Ваш мужчина на сегодня находится в ожидании, чего-то ждет, то ли ждет от вас внимания, то ли ждет внимания, даже не внимания, а ждет каких-то действий от кого-то, ждет какого-то осуществления плана и ждет, что когда же уже эта победа настанет, понимаете? Как будто вот какой-то вопрос должен решиться, и он ждет решения этого вопроса. Это на сегодня. Давайте посмотрим, что у него на подсознании к вам. Подсознание вашего мужчины к вам. В подсознании он уже вас видит женой. Он с вами счастлив. У него, я так понимаю, дом полная чаша. Да, и он понимает, что с вами он меняется к лучшему. Это он понимает четко на подсознании, даже на бессознательном уровне. Подсознание и бессознание — это, наверное, одно и то же, я так предполагаю. Вот. Давайте посмотрим, что он вам демонстрирует. Демонстрирует он вам какую-то разочарованность, что чего-то ему не хватает, какую-то печальку, что вот он в депрессии в некой. И такое, знаете, некое отстранение, мне и одному хорошо. Вот это то, что он демонстрирует вам на сегодня. Давайте посмотрим его истинные чувства к вам. В истинных чувствах у него пока состояние некой остановки. Смотрите, у него состояние некой стагнации, да, на сегодня. Я хочу сказать только о том, что здесь нет яркости чувств. Здесь только идет о том, что у него настолько стабилизировалась уже с вами какая-то семейная жизнь, да, здесь даже если вы не жена еще официальная, то он вас воспринимает уже как жену, как семейную пару, да, и вот здесь карты говорят о том, что в чувствах у него к вам стабильность, у него стабильность, да, стабильность вот в этой гармонии, в комфорте, который есть с вами, и он ценит очень ваши вот эти управленческие качества, он вас ценит как женщину, как мать, как специалиста, то есть вы для него вот все в одном лице, понимаете, такой человек, который управляет абсолютно и деньгами, и отношениями, то есть он вас видит большим мастером и управленцем, и очень это ценит. Давайте посмотрим, что еще происходит в его жизни сегодня, сейчас. У него еще происходит какой-то момент выбора, выбор между чем у тебя происходит. Ну, здесь как-то, знаете, хочется сказать, у кого-то выбор происходит между тем, чтобы пойти куда-то на гулянку, провести весело время, или побыть все-таки в одиночестве и
простите, выпить самому. У кого-то вот такое происходит на сегодня. У кого-то происходит на сегодня важное решение вопроса между неким разочарованием, конфликтом. Здесь у некоторых может думать так: мне вообще разобраться по поводу, высказать там свои претензии, или все отпустить на самотек и сделать вид, что я ничего не знаю и не вижу. У некоторых момент закрытия на сегодня, какого-то такого отстранения, ушел в себя, и кто-то думает о том, что то ли мне пойти в какое-то новое начало, то ли мне сохранить свою стабильность. Давайте посмотрим для тех, кто выбирает между гулянием, что он все-таки выберет на сегодня. На сегодня, на сейчас, да, здесь же не обязательно сегодняшний день. Вчера, сегодня, завтра. Может быть, в течение недели даже проиграется. Здесь все-таки, я так понимаю, что человек пойдет праздновать. И причем пойдет, знаете как, не сказав вам об этом. Для тех, кто принимает решение поговорить или отпустить на самотек, что сделает, какой выбор? А здесь, знаете как, все-таки решится с вами на разговор, но не в ближайшее время. То есть это еще какое-то время пройдет, какое-то затишье, да, он еще тут сомневается, делать или нет, а разговор пройдет вообще, ну, неожиданно. Неожиданно поднимется эта тема ни для него, ни для вас, и как-то вот этот разговор все-таки закроется по поводу выяснения там отношений. В отстранении, что здесь новый выбор между чем и чем? Между хорошей жизнью и новым начинанием. И что ты будешь делать? Ну, он строит планы. Он строит планы, ваш мужчина, который вот здесь думал, да, тут как-то нет никаких левых посторонних личностей, да, здесь он думает о карьере, думает о работе, думает о каких-то новых начинаниях, строит планы на то, как там дальше организовать себе вот эту комфортную, счастливую жизнь. Давайте еще что спросим. Давайте спросим, какая мысль о вас не дает ему покоя. Ему не дает покоя ваше общение. Он очень, знаете, заинтересован тем, с кем вы общаетесь, в какой круг вы вхожи. И как будто ему не хватает вашего внимания. И как будто он, знаете, как вот здесь такой момент, как будто он понимает, что вы отстранились, и не даете ему своего внимания, и мысль о том, что у вас есть свой круг общения, сводит его с ума. И здесь он понимает, что он как бы где-то и сам косячит. Он себя, знаете, как здесь винит за какие-то прошлые оплошности. И он понимает, что даже сегодня, вот в этом моменте, что вы вошли в некий круг общения, да, возможно, его нет в этом круге общения. И он понимает, что это все по справедливости. То есть он понимает, что он несет сам ответственность за вот эти вот деяния, что это все-таки из-за него так получилось. Что еще думает? Думает о том, что вы хотите сделать какой-то выбор. Как будто что-то хотите остановить и начать какое-то новое начало. Он думает еще о том, что у вас есть некий наставник, который, знаете, как вам подскажет, что ли, какую-то возможность, где вы вообще выйдете победителем. То есть вот он как-то думает о том, что у вас есть рядом какой-то человек, да, либо вы к кому-то прислушиваетесь, либо вас слушают, да, и что вы выйдете победителем, и что вы вот получите какие-то свои возможности.
и как бы будете, знаете, такой могучим и мощным человеком, что вы уйдете очень много в работу, будете очень много работать. Что как будто вы будете как свет для других, и что вы выбираете какой-то свой новый путь. Да, что вы идете в новый путь, в новое начало. И что вас впереди ждут только лучшие перемены. Давайте спросим, что так боишься? Он боится того, что у вас есть какой-то другой мужчина. Он боится, что вы как будто, понимаете, будете принадлежать другому мужчину. Или в мыслях у вас другой мужчина. Вот он об этом как-то думает. И он боится, что у вас все рухнет в одночасье. Боже мой. Давайте совет для вас, что вам делать. Вам ничего не делать. Этого человека такие трансформации проходят. Он должен это пережить. Вы должны с этим, знаете, как понимать, что все, что не делается, все делается к лучшему. Дорогие мои, вот такой третий вариант получился. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как проигрывается. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду очень рада. Так, это у нас второй был или третий вариант? Что я уже забыла. Давайте так, последний вариант. Что здесь? Так, в каких энергиях находится ваш мужчина на сегодня? Ваш мужчина в некой депрессухе, что-то у него не получается, какие-то потери, нехватка каких-то возможностей, нехватка внимания, нехватка принятия решения, понимаете, вот здесь такой мужчина на сегодня, который, знаете, как у него идет все тар-тарары, идет все тар-тарары, и нету как-то совета от кого получить, да, и нету ресурса для того, чтобы двигаться дальше. Давайте посмотрим бессознательное о вас. Бессознательное о вас, что там? Он с вами строит какие-то планы на будущее, движение, видит вас опять в партнерстве, видит, что вы для него, по крайней мере, как жена. Но есть какой-то момент разочарования, есть какой-то момент, даже, знаете, не столько разочарования, как некой усталости. Есть такой момент, что как будто он подустал чуть-чуть. Давайте посмотрим, что он вам демонстрирует на сегодня. Демонстрирует какое-то решение вопроса, демонстрирует какое-то новое начало, а может еще и ведет себя по-детски. Знаете, вот как-то так, как будто несерьезно. Это демонстрация, да? Демонстрация идет в том, что он только говорит о каких-то красивых там начинаниях, о каких-то красивых, прекрасных чувствах, да, и строит какие-то планы, но все только, да, только в планах, а действий никаких. В действиях только есть какой-то разговор. Это то, что вот на сегодня он вам демонстрирует. Давайте посмотрим, какие у него чувства к вам. Знаете, чувства уже достаточно стабильные, и при всем том у него есть какая-то нехватка внутренней гармонии, как будто все есть, но есть какой-то момент недопонимания, и как будто, знаете, ваши отношения очень долго ходят по какому-то определенному кругу, да, какой-то определенный цикл, что ли, вот никак не может закончиться, и вот эта цикличность, она уже немножко поднапрягает, и в чувствах, ну, чувства в принципе стабильные. Давайте посмотрим, что еще с ним происходит на сегодня. Чувствует себя победителем в каком-то моменте. В каком моменте ты себя чувствуешь победителем? Он чувствует, что он все-таки прошел свои трансформации.
что он доволен собой, он доволен своей работой. Что еще? Что он продолжает бороться. За что ты борешься? Он борется за лучшую жизнь, он борется за то, чтобы получить желаемое и получить в большем объеме. Здесь такой мужчина, знаете, целеустремленный, который над собой работает, и он понимает, что работа над собой, она ведет к его к успеху. И вот здесь он понимает, что он достает вот эти свои изъяны, да, он прорабатывает какие-то свои моменты, которые ему мешают жить гармонично, полноценно. Вот здесь я наблюдаю человека, который не перекладывает ответственность на кого-то, он берет ответственность на себя. И здесь, да, вот он борется за вот эту, за лучшую жизнь, за прекрасную жизнь, чтобы было все в достатке, чтобы было все гармонично, чтобы было все красиво. У него есть какое-то новое начинание. И он понимает, что ему надо разрушить старое для того, чтобы к нему пришло новое. Да, чтобы пришли новые возможности, надо ответить прежде всего за старые поступки, да, поменять вообще полностью траекторию своего движения, поменять свое мышление для того, чтобы выйти победителем, чтобы получить свое признание, чтобы получить свои заслуги, обналичить свои возможности, да. Вот здесь человек очень четко понимает, что ему надо пройти трансформации вот эти, хотя он понимает, что он уже какую-то часть трансформации прошел. И он понимает, что с ним рядом женщина, которая его все-таки направит на это все. Она ему помогает выходить на новый уровень, хотя где-то она, может быть, приукрашивает немножко. Хотя женщина много знает, много информации владеет, и она, знаете, так, либо тайно помогает ему, либо эта женщина все-таки тайная от вас. Если вы женщина, которая помогаете ему тайно, да, ну как женщины тайно помогают? Ненавязчиво, да, так навела ракурс, вот туда посмотри, вот туда посмотри. Тогда эта женщина вы, вот рядом которая обладает такой невероятной силой. Да, вы поступаете очень умеренно, вы не делаете лишних движений, да, потихоньку выводите в тот момент, где-то через хитрость, через какую-то, где-то через недоговоренность, и понимаете, что ваш человек, ваш мужчина рядом, да, он все-таки дойдет до уровня абсолютной стабильности, он отработает себя, грубо говоря, точит как положено, да, то есть он будет уже совершенен, у него будет прекрасный круг общения, у него будет достаток, у него будет все. И только благодаря вам, да, но опять-таки давайте не обесценивать, он тоже большой молодец, он тоже проделал большую колоссальную работу, он прошел такие трансформации, и здесь очень импонирует то, что мужчина берет на себя ответственность, что вот он выйдет в этот. Ну, конечно, еще немножко надо подождать, это не сегодня, не завтра случится. Немножко надо подождать, научиться еще держать баланс, научиться делиться. Это то, что еще надо пройти, да. И научиться понимать, что тебе постоянно надо в развитии. Это я сейчас к мужчине вашему обращаюсь. Ему нужно понять, что ему нужно развиваться, что ему надо выходить из зоны комфорта. Ему, во-первых, надо пересмотреть круг своего общения, с кем он общается, потому что не все друзья, кто себя друзьями называет. И для него очень важны знания. Без знаний он не осилит этот путь, понимаете? А вы, как мудрая женщина рядом, вы его направите. Вы его направите, вы ему подскажете. И здесь, я так понимаю, что вообще все завершится благополучно. В какой-то момент еще, да, все-таки будет соблюдаться этот баланс. Мужчина тоже встанет на выбор, будет выбирать предложенные варианты. Но здесь идет возможности, понимаете, подарки судьбы, которые... Или он будет выбирать эти подарки судьбы. Королева кубков. И император. В жизни его может сыграть ключевую роль. Да, вот какие-то возможности от королевы кубков и от императора. Император — это мужчина вообще как такой, который... построил карьеру, да, либо движется к ней, который управленец, который требует внимания, подчинения. То есть, может быть, это и он сам, этот мужчина. И королева кубков — это все-таки женщина, которая эмоционально умеет себя держать. То есть это не истеричка, да, это человек, который уже, скажем так, состоялся, который прошел тоже определенный жизненный этап, который, знаете, вот он умеет так, скажем, как это правильно слово подобрать,
смотивировать, когда любое дело вот в благодать, понимаете, вот этот человек может сыграть большую роль в жизни вашего мужчины именно по возможности. Да, и знаете, вот этот момент, что все-таки, когда он полюбит вот этот образовательный процесс, воспримет это все, знаете, как я бы сказала, легко. Минуточку. Здесь, знаете, такой момент, что вот ему во время процесса обучения, да, как-то вообще нельзя употреблять алкоголь. Я сначала решила, что это все-таки ему надо легко отнестись ко всему происходящему, но дальше по картам вижу нет. Здесь такой момент идет, что ему нельзя употреблять алкоголь, иначе по справедливости, да, все опять застопорится, и он опять вернется на те круги, в которых он был ранее. Да, и тогда прощай, счастливая жизнь. И снова отстранение, и заново начинай. Все. Давайте совет вытащим. 2 карты на совет. Первая карта. Цените то, что у вас есть. Это для вас, девочки. Мы же смотрим на мальчиков. И второе. Прислушайтесь к совету короля кубков. Король кубков — человек, который умеет держать эмоции под контролем. Либо для вас вот этот человек организует гармонию и счастье. Вот такой расклад у меня получился, дорогие мои. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. У меня будет много интересных видео. Дорогие мои, я вас обнимаю. Желаю вам всего светлого, доброго, прекрасного, чистого, искреннего. Я вам желаю гармонии в каждом вашем дне. Я желаю, чтобы у вас было мирное небо над головой. Берегите себя, своих близких. До новых видео. Ваша Наталья.